Существует ли жизнь на Марсе? А как выглядят марсиане и посещают ли в тайне нашу Землю? Я покажу вам реальные кадры, на которых удалось запечатлеть гостей с этой планеты, иногда даже крупным планом. Никакого фотомонтажа, только задокументированные свидетельства. Вы, кстати, заметили, что о Марсе вообще начали говорить в полный голос. Илон Маск даже запустил программу освоения этой планеты, хотя и предупреждает про огромные человеческие жертвы. Но что там такого? Другая форма жизни. Давайте разбираться. Например, вот очень резонансный случай. Дональд Бромли рассказал телеканалу о странном месте, около своего дома. Здесь часто видят загадочные огни в небе, и происходят другие странные вещи. Дональд утверждает, что машины порой беспричинно останавливаются на близлежащей дороге. Однажды он даже заснял марсианина. Фигура на фото выглядела необычно для человека. Слишком большая голова и почти невидимо, как будто без одежды. Он изучал странное место, и в лесу у него много камер на батарейках, которые должны работать год. Но камера, сделавшая этот снимок, вышла из строя через 2 месяца. Последний ее кадр, по мнению Дональда, и есть снимок инопланетянина. Он считает, что это не случайность, особенно учитывая удаленность камеры от обычных маршрутов. Жутко? Погодите, это только начало. Ведущий уфолог Хайме Маусан недавно выступил в Конгрессе Мексики, презентуя уникальные артефакты, найденные в шахтах Пальпы и Наски в Перу. Он утверждал, что радиоуглеродный анализ определил, что возраст мумий около 1000 лет, а молекулярный анализ якобы подтвердил их внеземное происхождение. Эти мумии имели необычные черты: 3 пальца, удлиненные головы и высоту примерно в 170 сантиметров, что явно не похоже на человека. Кстати, так в Древнем Египте описывали именно марсиан. И еще один нюанс. Недавно на поверхности Марса нашли своего сфинкса в регионе Кидония. Как-то много совпадений получается. А вы как считаете? Но это еще не все. Маусан также заявил, что внутри мумий находились объекты, описываемые как яйца с эмбрионами, и имплантаты, содержащие элементы кадмия и осмия. Общественность разделилась, но сам факт того, что такие разборы проходят в Конгрессе, действительно настораживает. А что скажете про кадры, снятые военными пилотами? На видео был зафиксирован необычный летательный аппарат, который вращался и перемещался боком, напоминая утверждение известного уфолога Боба Лазера о том, как инопланетные корабли могут искривлять гравитацию. Форма объекта была похожа на сердце, что добавило еще больше интриги. Скептики быстро заявили, что вращение объекта могло быть всего лишь оптической иллюзией, вызванной механизмом стабилизации камеры. Однако опытные пилоты и Джереми Кор, инженер по электрооптике и эксперт по камерам, опровергли эту теорию, подтвердив, что наблюдаемое вращение было реальным, а не результатом искажений камеры. Кроме того, объект демонстрировал способность двигаться с высокой скоростью в боковом ветре, что является необычным для современных летательных аппаратов, которые не способны поддерживать прямой курс в таких условиях. Этот аспект вызвал множество вопросов относительно технологических возможностей объекта. Луис Элизондо, бывший руководитель секретной правительственной программы по изучению НЛО, обнародовал это видео после своей отставки. Он выразил несогласие с подходом правительства к уфологическим исследованиям и вопросам национальной безопасности, указав на проблему в том, что многие военные сталкиваются с неопознанными летающими объектами, но предпочитают не сообщать о них из-за опасений за свою карьеру. В 2017 году один парень по имени Хосе, который не мог уснуть, решил посмотреть видео с камер безопасности своего дома во Фресно. И вот что он увидел. На видео было что-то очень странное, похожее на белого марсианина без головы и рук, больше напоминавшее движущиеся самостоятельно белые штаны. Эти кадры сильно напугали Хосе. После просмотра он выложил видео в интернет, чтобы узнать, что это могло быть, но никто так и не смог объяснить это явление. И это было только начало. Затем появилось еще одно видео из 2011 года, снятое в парке Йосемити Лейкс. На нем было запечатлено существо, очень похожее на то, что было в видео Хосе 2007 года. На этот раз существ было 2, и одно из них было меньше. В этом видео существа не спешили, поэтому оно получилось длиннее первого. После публикации этого видео ночные ползунки из Фресно стали широко известны. Чем больше людей узнавали о них, тем чаще их стали видеть. Даже говорят, что они появлялись в Огайо, хотя это никто не записал. А это инцидент в аэропорту Майами в 2016 году, когда сотрудники и пассажиры стали свидетелями появления необычного синего светящегося шара в небе. Тот факт, что это явление было зафиксировано на видео множеством людей и подтверждено как не подлог, только добавил огня в дебаты о его происхождении.
Многие решили, что это были гости с Марса, хотя научное сообщество все пыталось списать на ракетный запуск из Кейп-Канаверал, мол, ракета дала такой эффект в небе. Тем не менее, сомнения остаются из-за того, что многие сотрудники аэропорта, привыкшие к частым ракетным запускам, заявили, что никогда ранее не видели ничего подобного, а многие из них работали уже несколько десятилетий. Что сделало правительство? Правильно, просто решило замять эту историю, перестав давать комментарии журналистам. А это короткое видео было снято 6 июня 2010 года, предположительно в окрестностях Раузвелла, где находится одна из самых секретных военных баз США. На видео мужчина общается с классическим типом марсианина. Он разговаривает с пришельцем, как с давним другом, которого знает многие годы, абсолютно спокойно и без всякого страха. Это может навести на мысль, что видео постановочное. Однако несколько специалистов брали это видео на анализ и подтвердили его подлинность. Никаких эффектов или склеек тут не было наложено. Поэтому выводы делайте сами, тут я не готов взять на себя ответственность. Но даже эти кадры не самое эпичное из того, что я вам еще покажу, уж поверьте. В 1957 году в Левеланде, Техас, произошло нечто странное, что позже вдохновило сцену известного фильма «Близкие контакты третьей степени». Представьте, что вы едете ночью и вдруг видите яркие неизвестные огни или что-то вроде ракеты, а затем ваш автомобиль внезапно останавливается или теряет всю мощность. Вы жмете на газ, но ничего не происходит. Безумие? Но именно такое происходило с многими жителями Левеланда. Сначала, когда люди стали сообщать полиции и другим официальным лицам о том, что они видели и что случилось с их машинами, власти не верили им. Они думали, что это всего лишь выдумки или шутки. Но по мере того, как все больше и больше людей стали сообщать о видении тех же странных огней и испытывать те же проблемы, правительство начало относиться к этому более серьезно. Они даже сами зафиксировали эти загадочные огни, когда начали изучать отчеты. В итоге было решено, что этому нужно уделить дополнительное внимание, и всю информацию отправили группе под названием «Проект «Синяя книга», которая занималась расследованием сообщений о НЛО. После анализа всех данных они пришли к выводу, что несмотря на отсутствие сообщений о грозах в этом районе, странные огни и проблемы с автомобилями были вызваны электрическим штормом и таким редким явлением, как шаровая молния. Это редкое явление, при котором разряд электричества образует шар, а не обычную стрелу на небе. Однако это объяснение не удовлетворило многих людей. Им было трудно поверить, что шаровая молния и электрический шторм могли вызвать такой хаос, особенно учитывая, что в ту ночь гроз не было. Согласитесь, что достаточно странное объяснение, будто высосанное из пальца. А это видео было снято 21 сентября 2022 года около 9 часов вечера. Оно определенно заслуживает вашего внимания. Местные жители заметили таинственную группу оранжевых сфер, появившихся и зависших в небе над Тихим океаном недалеко от Сан-Диего, Калифорния. Один из очевидцев схватил телефон и начал запись. Оранжевые сферы задержались в небе более чем на 30 минут и были видны даже из таких удаленных мест, как Нью-Мексико. Несмотря на то, что сеть NBC сообщила о видео и обратилась к местным государственным и военным организациям, официальных разъяснений так и не последовало. Как часто бывает, правительство просто отмолчалось и проигнорировало запросы от журналистов. А что скажете про найденное тело марсианина? История, которая волнует интернет уже более 10 лет, продолжает вызывать бурные обсуждения. Это событие произошло недалеко от деревни Коммонс в республике Бурятия, севернее озера Байкал. На видео было запечатлено то, что похоже на гуманоидное тело ростом менее метра с большой головой, похожей на скелет с большими глазами и худым нагим телом. Одна из ног существа не попала в кадр. В комментариях уточнялось, что тело было найдено за несколько часов до съемки и было явно мертвым. Местные СМИ сообщали, что в марте в этом районе было множество сообщений о наблюдении НЛО, некоторые из которых позже были объяснены военными учениями с бомбометанием на близлежащем полигоне. Позже выяснилось, что люди, якобы нашедшие инопланетянина, признались в инсценировке всей истории. Они сами изготовили фигуру, окрасили ее в серый цвет. И, казалось бы, загадка решена. Однако появилась информация, что эти люди были вынуждены отказаться от своих слов о встрече с инопланетянином и заявить, что это была лишь шутка. Под давлением, как вы понимаете. И теперь они не выходят на связь, отказываясь давать какие-либо комментарии. Как удобно.
Марк Дэвис из команды Foul Mouth занимается изучением паранормальных явлений в разных уголках страны. Он вместе с 3 друзьями посетил зловещий лес Кеннел Вейл около Понсонби около 9 часов вечера, когда они сделали удивительное открытие. Видео, которое Марк выложил на Ютубе, показало странную фигуру, пересекающую маленький мостик, ведущий к одной из заброшенных мельниц на этом месте. Казалось, что фигура двигалась и исчезала в разных местах. На видео также видно, как это существо негативно воздействовало на Марка и его коллег. Сам Марк почувствовал колющие боли в спине, а одна из его подруг чувствовала, как будто ее душили, как только появилась эта сущность. Кто это был, так и осталось загадкой. Удивительно, что это существо могло воздействовать физически, находясь на расстоянии, как будто в научно-фантастической книге про марсиан. Звучит это жутко, не находите? Когда речь заходит о встречах с марсианами, мне на ум чаще всего приходит образ серого инопланетянина. Это маленькие существа с серой кожей, большими головами и большими черными глазами. И такой образ сложился у большинства людей. Поэтому, когда появляется видео, утверждающее, что на нем запечатлено одно из таких существ, это вызывает большой резонанс в сообществе исследователей паранормальных явлений. Видео, о котором я говорю, было снято на камеру и опубликовано на YouTube-каналом под названием Truthers. В описании видео говорится, что серый инопланетянин был снят на камеру в январе 2015 года в Саутфорде, Великобритания. Авторы видео утверждают, что это явно марсианин из-за внешнего вида и характерных движений странного существа на видео. Многие скептически отнеслись к этому ролику, однако стоит отметить, что канал, на котором было выложено это видео, якобы был закрыт правительством, что может намекать на некоторую значимость этого материала или даже опасность. Для меня это лучшее доказательство подлинности записи. Конец ноября 1989 года ознаменовался началом захватывающей серии событий, привлекших внимание общественности. Отчеты о неопознанных летающих объектах посыпались со всех сторон, описывая гигантский треугольный аппарат с плоской поверхностью и светящимися огнями снизу. Это загадочное явление продолжало озадачивать бельгийцев, сохраняясь вплоть до начала 1990 года и достигнув кульминации в конце марта того же года. 2 смелых пилота ВВС отправились на миссию по его изучению, но вернулись с пустыми руками. Хотя эти пилоты ничего необычного не заметили, 143 других человека утверждали, что видели этот загадочный треугольный объект. Как вы понимаете, кто-то даже смог сфотографировать это явление, хотя кадры потом объявили подделкой. Но как такое возможно, когда у тебя более сотни свидетелей? Массовое помешательство. Мне верится с трудом. Да и несколько независимых специалистов после работали с этой фотографией, не найдя следов монтажа. Но идем дальше. В феврале 2015 года на перуанском ток-шоу Crime Stoppers произошло незабываемое событие, которое поразило весь съемочный состав и оставило их в недоумении. Во время съемки очередного эпизода внимание команды неожиданно привлекло нечто необычное. В небе висел загадочный светящийся пурпурный объект. Производство шоу было мгновенно остановлено, поскольку все смотрели в небо как зачарованные. Объект невозможно было идентифицировать. Когда записанное видео впервые появилось в интернете, энтузиасты быстро воспользовались возможностью раскрыть тайну, твердо утверждая, что пурпурная загадка на самом деле была внеземным кораблем. Их заявление привлекло мировое внимание, поскольку характерная форма объекта напоминала иконические марсианские корабли. Он даже двигался по всем канонам, присущим НЛО. Пурпурный корабль изящно зависал в воздухе на несколько мгновений, прежде чем исчезнуть из виду, а потом появлялся вновь. Что это было? Власти заявили, что никаких объектов в воздушном пространстве зафиксировано не было, а видео – просто банальный пиар. Но, как вы можете понять, это классическая отговорка, как и в предыдущих случаях. А что вы сами думаете по поводу пришельцев с Марса? Я абсолютно уверен, что мы в этой огромной вселенной не одни. Кстати, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то обязательно пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, будем рады сотрудничать. И спасибо за просмотр.